Всем привет! Меня зовут Инна. Добро пожаловать на мастер-класс. Сегодня мы свяжем вот такой вот красивый ажурный шарфик. На самом деле вяжется он очень просто. Многим из вас будет достаточно схемы. Эта схема появится сейчас на экране. Я очень вам рекомендую, даже если вы будете вязать по мастер-классу, ее себе сохранить. Ниже в описании под видео будут ссылки, где эту схему можно скачать в хорошем качестве. Это можно сделать у меня на телеграм-канале и также по ссылке, которая будет ниже. Если нужна схема на английском, если вдруг меня смотрят зрители англоговорящие, то схема на английском тоже у меня будет. Итак, у меня есть 3 таких готовых шарфика. Давайте, наверное, поговорим сначала о пряже. На самом деле шарфик можно связать из любой пряжи. Вот здесь, например, этот макет я вязала из хлопка и тоже выглядит достаточно интересно. Эти 2 шарфика связаны из кашемира вспушенного на шелке. Голубой шарфик связан из пряжи Lang Cashmere Dreams. И желтый шарфик связан из бобинной пряжи с таким же составом. В этом мастер-классе мы будем вязать шарфик вот этот вот розовый. Я его вязала из пряжи от Lang Noel. У меня просто был один моточек, поэтому я решила его использовать и связать такой шарфик. Есть небольшое отличие между этими шарфиками. Шарфики из спушенного кашемира на шелке я вязала без айкорда. Обычный получался край, и этот край у меня не закручивается. Но все зависит от пряжи, которую вы будете использовать, потому что может быть такое, что край будет закручиваться вот так. И для этого я решила вязать айкордом. Например, здесь это у нас хлопок, и здесь у нас идет айкорд по краям. Вяжется он таким образом. На лицевой стороне мы провязываем все петли, включая кромочные, лицевыми, а с изнанки мы снимаем первые 3 петли, как изнаночные, не провязывая. Продолжаем вязать, доходим до последних 3 петель, и их тоже просто мы перекладываем на правую спицу, не провязывая. Нить при этом перед работой. Таким образом у нас получается айкорд. Этот розовый шарфик связан с айкордом, как вы можете увидеть с изнанки. Я советую всем, кто будет вязать именно по видео-мастер-классу, следить за схемой, потому что я не буду показывать многие ряды, которые вяжутся просто лицевой гладью. Поэтому, пожалуйста, следите за схемой, чтобы ничего не пропустить. Я вязала на спицах номер 3. Эти 2 шарфика на спицах номер 3, этот, кажется, на спицах 2,5, но вы просто подбираете спицы к пряже, которую вы будете использовать под вашу плотность. Вязать можно, наверное, из любой пряжи, поэтому тут уже на ваше усмотрение. Ну что, давайте переходить к мастер-классу. Набираем на спицы обычным классическим способом 6 петель. Следующий ряд у нас установочный и изнаночный. Провязываем его просто изнаночными петлями. Я снимаю кромочную петлю, но это по желанию, вы можете ее также провязать. С первого ряда у нас начинаются прибавки в каждом лицевом ряду. Я провязываю 3 лицевые, далее делаю прибавку скрещенной лицевой петлей с наклоном влево и с протяжки. И провязываю 3 лицевых. Обратите внимание, что кромочную я тоже провязала лицевой, так как у нас тут будет формироваться айкорд из 3 лицевых в начале ряда и 3 лицевых в конце ряда. Если вы тоже выполняете айкорд, как и я, то в изнаночном ряду мы каждый раз снимаем, не провязывая первые 3 петли, при этом нить перед работой. Так же самое мы снимаем последние 3 петли. Тут я сняла 3 петли, провязала 1 петлю изнаночной, это та петля, которую мы прибавили в предыдущем ряду, и сняла еще 3 петли, не провязывая. В третьем ряду мы продолжаем выполнять прибавки. Делается это аналогичным способом, как мы делали в первом ряду. Провязываем 3 петли айкорда лицевыми,
Выполняем прибавку из протяжки с наклоном влево и провязываем лицевыми все петли до конца ряда. Тут я решила повесить маркеры. На самом деле, если вы опытная вязальщица, они вам, возможно, и не нужны, но я решила вам для примера показать, что можно обозначить айкорд также маркерами, чтобы потом не путаться, особенно в изнаночном ряду, и не забывать, что первые и последние 3 петли в изнаночном ряду мы не провязываем, а снимаем. В предыдущем лицевом ряду мы добавили еще одну петлю, соответственно, в изнаночном ряду мы провяжем 2 петли изнаночной и снимем петли айкорда. Давайте я еще раз покажу вам очередность провязывания 5-го ряда. 3 петли мы провязываем лицевыми, добавляем 1 петлю из протяжки с наклоном влево, провязываем еще 2 петли лицевыми и провязываем 3 петли лицевыми, и это у нас петли айкорда. Следующий ряд изнаночный мы тоже делаем все так, как мы делали до этого. И мы продолжаем делать прибавки, пока у нас не будет всего на спицах 14 петель. И в этом ряду мы начинаем уже вывязывать наш первый ажурный мотив. Это 17 ряд, и начинается он, как обычно, с провязывания 3 лицевых петель айкорда. Далее мы выполняем прибавку и начинаем вязать наш мотив. 1 лицевая, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, то есть за переднюю стенку. Накид, 1 лицевая, накид и 2 петли вместе лицевой за заднюю стенку, то есть с наклоном влево. 2 лицевых и 3 лицевых айкорда. Мы провязали наш первый ряд мотива. В изнаночном ряду мы, как обычно, снимаем 3 петли изнаночные, провязываем изнаночными весь ряд до маркера. И снова снимаем 3 петли айкорда. Следующий ряд, 19, мы просто провязываем лицевыми петлями, конечно же, не забывая выполнять нашу прибавку. Изнаночный ряд мы провязываем как обычно. 21 ряд. 3 лицевые, снимаем маркер, выполняем прибавку лицевой с наклоном влево, как мы делаем всегда. Далее 2 лицевые, 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые,
накид, 2 петли лицевой с наклоном влево и лицевые петли до конца ряда. Вы видите, что я сняла уже маркер, потому что он мне не нужен. 3 следующих ряда я предлагаю вам связать самостоятельно по схеме: изнаночный, лицевой, провязать одними лицевыми и еще один изнаночный. И мы встречаемся с вами в 25 ряду. Как обычно, делаем прибавку после айкорда. Далее мы провязываем 6 лицевых. Выполняем накид и провязываем 3 петли вместе лицевой таким образом, как вы видите на видео. Сначала я снимаю за переднюю стенку 2 лицевые, провязываю третью петлю лицевой и накидываю эти 2 петли на нее. Далее выполняю накид и вяжу лицевыми до конца ряда. Двадцать пятый ряд мы провязали, и далее мы просто продолжаем вязание лицевой гладью, конечно же, не забывая о прибавках в каждом лицевом ряду, и встречаемся с вами в 35 ряду. Итак, 35 ряд, и это наш центральный мотив. 3 лицевые, прибавка, скрещенный лицевой с наклоном влево, одна лицевая, 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Далее все петли провязываем лицевыми до конца ряда. Следующие 3 ряда лицевой гладью, изнаночный, лицевой, изнаночный, вы можете провязать самостоятельно. Увидимся в 39 ряду. 39 ряд. 3 лицевых. Я решила, что маркер мне больше не нужен. Прибавка. Две лицевые. Далее 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И далее провязываем все петли лицевыми до конца ряда. Провяжите еще 3 ряда лицевой гладью, не забывайте про прибавки. 43 ряд. 3 лицевые, прибавка, скрещенный лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. Я прошу прощения тут за фокус в этом кадре, но вы уже знаете, что делать. Накид, снимаем сразу 2 петли как лицевые, провязываем третью петлю лицевой и накидываем 2 снятые петли на нее. Накид и лицевые до конца ряда. Далее вяжем лицевой гладью с прибавками до 53 ряда. 53 ряд и последний ряд с прибавкой. Мы провязываем 3 лицевые, выполняем нашу последнюю прибавку, лицевая, 2 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Теперь до следующего мотива мы провязываем 13 лицевых и повторяем уже привычные нам действия. Теперь у нас помещаются 2 мотива по ширине. Это наша максимальная ширина шарфика.
Итак, мы провязали 13 лицевых, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и 2 вместе лицевой с наклоном влево. И провязываем остальные петли лицевыми. Пятьдесят пятый ряд. Прибавки здесь мы больше не выполняем, поэтому весь этот ряд мы провязываем лицевыми. Больше никаких прибавок. Встречаемся с вами после изнаночного ряда в 57 ряду. 57 ряд, 3 лицевые петли айкорда, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 11 лицевых до следующего мотива. Провязываем и повторяем раппорт узора. Две вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и провязываем остальные петли лицевыми. Провяжите 3 ряда лицевой гладью. 61 ряд, 6 лицевых, накид, 3 петли вместе. Тут я ушла немного за кадр, но вы помните, что сначала мы снимаем 2 петли за переднюю стенку, провязываем третью и накидываем снятые петли на нее. Накид, 15 лицевых и повторяем те же действия. Накид, 3 петли вместе лицевой, накид и лицевые до конца ряда, 6 лицевых. Теперь нам нужно провязать лицевой гладью до следующего мотива, как обычно, 9 рядов. 71 ряд, 14 лицевых, и провязываем первый ряд мотива, который, я надеюсь, вы уже выучили. 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево и 14 лицевых до конца ряда. Семьдесят пятый ряд, 13 лицевых, две вместе, накид, 3 лицевых, накид,
и 2 петли провязываем вместе. 13 лицевых. 79 ряд. 15 лицевых. Накид. 3 петли вместе лицевой. Накид. 15 лицевых. Все, мы провязали наш центральный мотив. Далее мы вяжем по раппорту узора и повторяем раппорты необходимое количество раз до начала сужения. Так что вяжите на нужную длину шарфика и встречаемся с вами на первых убавках. Убавки мы делаем аналогичным образом, как мы делали прибавки, то есть в каждом лицевом ряду после 3 лицевых петель айкорда. Обратите внимание на схему, на каком ряду мотива начинаются убавки. Итак, я провязываю 3 петли айкорда лицевыми. И далее я выполняю убавку, провязывая 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у нас идет последний ряд мотива. Для этого я провязываю 1 лицевую, накид, 3 петли вместе, накид, и далее провязываем по рисунку до конца ряда. В следующем лицевом ряду мы продолжаем выполнять убавки. Провязываем 3 петли айкорда и делаем убавку лицевой с наклоном влево, провязав их вместе. И далее просто вяжем лицевой гладью до нашего следующего мотива, который центральный. Мы провязали нужное количество рядов до следующего центрального мотива и продолжаем выполнять убавки. Провязываем 3 петли лицевыми, выполняем убавку, 2 лицевые с наклоном влево вместе, и провязываем 4 петли лицевыми. Я проверяю, чтобы точно быть посерединке. Стараюсь всегда себя проверять. Провязываю 2 петли вместе с наклоном вправо. Накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И вяжу лицевыми до конца ряда. Продолжаем выполнять убавки. Убавка с наклоном влево после 3 петель айкорда. Здесь у нас получается 5-й ряд мотива. Я провязываю 1 лицевую, 2 петли вместе, накид, 3 лицевые, накид и 2 петли вместе с наклоном влево. Седьмой ряд мотива. Провязываем 3 лицевые, как обычно, убавка,
2 петли вместе с наклоном влево, лицевой петлей. 1 лицевая, накид, 3 петли вместе, лицевой, накид и лицевые петли до конца ряда. Далее мы просто продолжаем вязать лицевой гладью и делать убавки, пока не дойдем до нашего последнего мотива. Провязываем 3 петли лицевыми, выполняем убавку, 4 лицевые, 2 петли вместе, накид, лицевая, накид, 2 петли вместе с наклоном влево. И оставшиеся петли провязываем лицевыми. Вывязываем наш мотив. Я думаю, что вы справитесь по схеме. И дальше у нас остается завершение. Мы просто продолжаем выполнять убавки, пока у нас не останется 7 петель на спице. И эти 7 петель мы просто закрываем удобным для вас обычным способом, классическим. Я делаю это таким образом: провязываю лицевую петлю и накидываю на нее предыдущую провязанную петлю. На этом все. Мы связали шарфик. Поздравляю вас! Остается только выполнить ВТО, конечно же, заправить кончики, и можно носить этот замечательный шарфик. Я надеюсь, что мастер-класс был для вас понятным. Если какие-то вопросы возникают, обязательно пишите мне или в Телеграм, или в Инстаграм, или же в комментариях. Я всем буду отвечать. Делитесь своими результатами, буду очень рада увидеть. До скорых встреч!